Не здороваюсь. В то время, когда награда нашла своих героев, а в частности медаль за заслуги перед Отечеством для топ-менеджмента Россетей, простые работники Россетей не смогли найти своих честно отработанных денег. А в частности, командировочных. Послать людей в командировку не забыли, а вот денег до сих пор и нет. Снова Россети, снова Ифэнерго. Опять кинули, об этом мы с вами сегодня и поговорим. Опять до меня дошли слухи. Ну уж у меня, видите, какие локаторы. Ничего не могу с собой поделать. Все как-то слышат сами по себе. То людей уже просто задолбали командировки. Просто задолбали. Вечные, бесконечные командировки, вахты и все в этом роде. С каждым разом все хуже, но если брать последние события, из последней командировки возьмем, например, Пучеж. Люди 4 суток трудились там над восстановлением, не знаю, стихийное бедствие там было или чего. В срочном порядке собрали бригады отовсюду трудиться. 4 суток люди там работали, пока у нас не случился град, их не прислали сюда устранять аварии. Приехали, естественно, это было вызвано в выходной день, приехали в воскресенье туда, и 4 суток там были. Работали в 2 раза больше, чем положено, как у нас обычно бывает, да. Едешь в командировке с 4 утра и до ночи, да, до 19 часов вечера каждый день. Сил было много затрачено, усилий восстанавливали, молодцы, бодро. С 4 утра официально по приказу звонили мастеры и говорили: иди в гостиницу и всех подымай. В 4 утра. Нам еще до 19 часов вечера работать. И тот есть, нехотя, но, наверное, ходил, будил. Исполнял приказы некоторых организаций труда, когда до меня дошли слухи, никакой. Все было настолько бредово, насколько бредово. Но это не самое главное. Самое главное то, чтобы люди так усиленно работали, чтобы люди могли выполнить поставленные задачи и в кратчайшие сроки предотвратить аварии. Людям нужны силы. Да, 4 суток, почти не спали, 4 по 15 часов, понятно, тяжело. Самое главное, что когда голодные люди по 15 часов в сутки работают напропалую. Потому что приехали в воскресенье, покормили 1 раз в понедельник за 4 суток. И все. Дальше что хотите. И это было бы еще полбеды. Но командировочных тоже сказали: нет. Работайте где-то там, далеко от своего дома, в непонятных местах. Работайте в 2 раза больше, чем вам положено. И еще за это заплатите своими собственными деньгами. Работайте себе в минус, в убыток. А мы ничего. А мы просто так. Опять кто-то греет карман, или мне кажется, или слово какой-то недорасчет. Ну ладно, не выдали сразу. Может быть, какие-то бухгалтерские проволочки, что-нибудь не провели. Но тогда вы обязаны были выплатить в первый же момент, когда происходят официальные выплаты, то есть зарплата или аванс. Ну все уже было. Командировочных так и нет. А более того, даже приказ о командировочных никто в глаза не видел. И вот встает вопрос: а работали ли вы там вообще? Может, вы все врете? Нет приказа, не было командировки, вы ничего не работали. И более того, силы должны не только быть от еды, но еще, пускай и маленький, но хороший сон и место проживания, чтобы хотя бы немножко после этих 15 часов отработанных отдохнуть. Но вот говорят, кто приехал не в воскресенье, а в субботу, сутки вообще жили в машине. Им даже ни жилье никакое, ни гостиницу, вообще никакого помещения не предоставили. А зачем? Зачем? Бывает же, что кто-то наверху любит просто охреневать. Ну, случается периодически. Это ничего страшного. Россети, Ифэнерго. Не прошло и года, как говорится. Это только весной у них такое обострение это. И у них план весной, чтобы набить себе карман на летний отпуск, на летний отдых на каких-нибудь курортах. Либо просто обострение весеннее, что у них, в мозгах что-то затмевает, и все время случаются какие-то ошибки. А самое главное, эти ошибки все время случаются с деньгами работяг. Как вы думаете? Я вот не знаю.
Пока ничего не могу сказать. Я думаю, они поведают в комментариях, что у них опять случилось. Почему опять так? Ведь ровно год прошел с того, как они в том году кинули людей на деньги. Ну, потом выплатили, конечно, куда им деваться. Могли и не выплатить, если бы была тишина. И ровно через год то же самое. Да, наверное, не в таких массовых масштабах, но какая разница? С другой-то стороны, живые люди с живыми семьями и живыми детьми. Надеюсь, руководство в комментариях, а главное, Шубина из профсоюза напишет. Ну, я надеюсь, что она напишет, как положено. Работодатель все свои обязательства выполнял и выполняет. Ну а к людям, считающим, что их сотрудники должны работать в 2 раза больше, и за эту работу еще и платить из собственных средств, у меня вопрос. А точно вы имеете право занимать руководящую должность? Ну или хотя бы вы сами себе этот вопрос задайте. И если да, то почему так произошло? И жду от вас ответ в комментариях. Сегодня только дочитал, наконец-то, очень интересную книжку. Прямо как про нас писано. Я потом сделаю краткую выжимку. Аудиокнигу опять выложу с основными тезисами. Краткую выжимку сделаю с основными тезисами обязательно. Там, пока едете в командировку, в машине, аудиокнигу включите, послушайте, вам понравится, отвечаю. Все как про нас. Ну просто зацените и сравните. Книжку написал Роберт Саттон, глава кафедры в Стэнфорде. И книжка называется «Как бы вы думали?». Вот я все время, вот все, что я пытался донести, потихонечку, да, кусочками маленькими доношу на этом канале, он в принципе выложил одним трудом в своей книге. Это было настолько удивительно, что он сказал все, что в принципе я говорил и хочу сказать в дальнейшем. Правильно, кто я такой? Никто. Людям всегда нужны авторитеты. Вот пускай теперь на моем канале будут ссылаться на авторитеты, потому что все мои мысли и все мое видение ситуации полностью совпадает с ним. Роберт Саттон, книга «Не работайте с мудаками». Ну, если у кого-то есть возможность, прочтите сами самостоятельно. Советую, очень советую. Наша организация, то есть ваша, Россети, правилам «Не работайте с мудаками» пользуется с точностью да наоборот. Выстроена, мне кажется, целая вертикаль. А почему? Потому что одного мудака, как он пишет, в принципе, достаточно на руководящей должности высокой. Это как вирус. Особенно если дать ему время набирать персонал, то он наберет себе подобных, расплодит. И даже один в коллективе мудак, по критериям Роберта Саттона, это он так определяет. Это, говорит, лучшее слово, которое может определять этих людей. Делает просто нерабочую обстановку во всем большом коллективе. Рано или поздно, потихоньку он просто становится ядовитой, а главное, что очень заразной. И люди вокруг него, даже которые нормальные были, с того же руководства, могут потихоньку превращаться в таких же мудаков. О чем я пытаюсь всегда донести. Но есть временные мудаки, будем надеяться, что кто руководил из высшего руководства ИФ-Энерго этими командировками недавними, это всего лишь временный, не будем на него вешать ярлык, потому что я не знаю еще пока. Может, временно все. Бывает такой, каждый может натупить, накосячить. Это не значит, что человек такой по жизни. Но, по крайней мере, один, как Роберт Саттон говорит, сертифицированный мудак у нас точно имеется. В общем-то, он и является, ну, по имени Самодругу Вакрасу, его уже все знаете. А теперь он будет отец-основатель. Ну, потому что, в принципе, этот канал вообще существует и начался. И даже то видео, когда нас скинули, самую большую лепту с того, что я уже решился и не смог больше терпеть, внес именно он. Ну, об этом там в других частях, что произошло. Последнее видео, часть первая. Дальше я расскажу, чем это предшествовало.
и что было дальше. Так что один сертифицированный мудак у нас есть точно. Прямо по Роберту Саттону можете почитать. Я не придумаю, это не мои слова. Лично я ничего не утверждаю. Я просто сравниваю критерии с профессором. Ну и бонусом. Почему я считаю, что в Россетях правило «не работайте с мудаками» действует от противного. Как раз наоборот, чем больше ты мудак, ну, по критериям Роберта Саттона, а не по моим. Я ссылаюсь на его выражение и его определение. Тем больше ты ценишься и выше занимаешь должность. Ну или все равно. По крайней мере, ценишься. Ты неприкасаемый. Почему я так считаю? Может, я ошибаюсь. Может, на самом деле не так все плохо. Но подозрение у меня возникает уже вот на этом моменте. Смотрите. Будем мотивировать наших людей экономическим образом. В первую очередь, надо продумать нам, как за произошедшее нарушение он не должен получить ни копейки. Не то что премии, а даже в окладе ни копейки. Накладывать штрафы какие-то. Придумывать иные методы воздействия. Но нарушитель должен знать, что если он сделает случайно или намеренно некое действие, которое приведет к нарушению трудовой дисциплины, техники безопасности и охраны труда, он останется без денег. И семья, соответственно, останется без средств к существованию на месяц. Это первое. Второе. Я уже говорил на эту тему. Пока мы не будем позорить нарушителей, позорить публично, мы не придем к тем результатам, которые ставим перед собой. Человек должен знать, руководитель, будь он мастер, начальник службы, замначальника службы, главный инженер производственного отделения или директор производственного отделения, он должен знать, что он будет опозорен публично, если в его подразделении по его вине будет допущено нарушение, будет допущен несчастный случай. Публично он должен быть опозорен разными путями, может быть. Многотиражка, он позорит наш коллектив. Областная газета, городская. Фотография в школе, где учатся его дети и внуки, он позорит наш коллектив. Как угодно. Ну и потому что отец-основатель канала до сих пор прекрасно себя чувствует. И всегда будет цениться. А те, кто его прекрасно ценят, значит, ценят эти критерии, значит, сами могут являться абсолютно такими же, попадающими под критерии Роберта Саттона. А может, это только ФНРГ. Ну, наглядевшись на то высшее руководство, приняли решение действовать именно так. И только у ФНРГ выстроена вертикаль этих людей. А может быть и нет, пишите в комментариях, не знаю, давайте разбираться. Это просто вопросы, одни вопросы. Пока без ответа. Но один-то точно есть, и пока он существует, это отец-основатель, мы и будем разбираться. Ну и про командировку. Да, командировка закончилась 27 мая. Сейчас, на момент записи этого видео, 2 июня. Командировочных до сих пор нет. Приказа командировки никто в глаза не видел. Наверное, все-таки наверное, вы не работали нигде. Чего вы хотите? Не работали, что хотите? Вообще денег, что ли, надо? Свои заплатите. Скажите спасибо, что вам вообще работу дают. Скажите спасибо, что вы въебываете. Вам еще за это деньги, что ли, платить? Ладно. И не прощаюсь. Пока.